вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто». И сегодня мы поговорим на тему «Как хорошо, что я в Киеве». Шучу. Энергетическое воздействие одного человека на другого. Насколько мы этого не понимаем и не осознаем, когда мы это применяем в жизни. Но мы этого не осознаем, потому что мы это не можем потрогать. И у человека нет понимания, что он это делает. Но я постараюсь простыми словами это передать. То, что я понимаю, и то, что я осознаю. Это не истина. Кто понимает, тот поймет. Итак, начнем чуть-чуть подальше. Начнем с планеты Земля. Что? Надеюсь, каждый из вас понимает, что мы состоим с элементов Земли. Это все тело состоит из элементов окружающей среды нашей, Земли. Привнесенного ничего нету, только гены можно принести. А так, все элементы Земли в этом теле. Соответственно, Земля – это более сложный организм, чем человек. Если произошла сначала Земля, потом человек на Земле. Более сильная энергетика. Ну, вы понимаете, чем больше, тем мы подвластны. Не она подвластна нам, а мы подвластны ей. Мы находимся в ее энергетике, а не она в нашей. Итак, что такое воздействие? Это так предисловие сказал, что потом в это вернуться обратно. Каждый из нас в течение дня думает о том или ином человеке, о семье, о родственниках, о работе и так далее. Но каждый из нас еще пока не понимает и не знает, что мысли так же само могут брать в заложники и мешать другому человеку, а также помогать, как физическое воздействие. Только это другое воздействие. Очень похожее, как слово, которое я вам говорю, вы же не видите ничего, но вы слышите. Соответственно, у вас есть органы чувств, которые могут это принимать. Но вы ничего не видите, но вы понимаете, о чем я говорю. Мне не надо до вас дотрагиваться, чтобы вы поняли ту или иную информацию. Беспроводной носитель, звук. Так же самое и мысли. Беспроводной носитель информации. Но мы его даже не можем услышать в физическом мире. У нас нет тех органов. Хотя они есть, если они развиты. Соответственно, если один человек постоянно думает о другом человеке, хорошо, но если хорошо думать, это прекрасно, но постоянно думать не надо. Если он думает, этим он берет в заложники другого человека. Почему так? Он своего рода, знаете, вот человек занимается чем-то, и от него приходят энергетические посылы в голову. Это, знаете, как маяк, который нет ограничения, он без ограничения. Вот мысли, они могут в одну секунду передаваться на любое расстояние. Это такой более совершенный Wi-Fi, только без вышек, мыслей. Соответственно, если вы думаете о ком-то плохо, хорошо, этим вы им можете мешать. Если человек не сильный духовно, если он слабенький, он будет отвлекаться от того, что он делает. У него будет не получаться, и он будет не понимать, почему у него так. Но на него воздействует другой человек, который о нем думает и вмешивается в его каждодневную работу. Это часто бывает с родителями. Почему дети постоянно находятся в контрах с родителями, особенно в подростковом возрасте? Они начинают это понимать, ощущать физически. Когда им родители говорят, мы о тебе думали, мы думали. Этим они постоянно мешали в течение дня своему ребенку, так как у родителей очень развитая связь. Между ребенком и родителем большая связь. И они в течение дня постоянно мешают. Подросткам, детям это не нравится. Они это понимают, что
Вот что-то не получается, постоянно приходишь, они о тебе думают. Они воздействуют энергетически. И это нежелательно. Вмешиваться в жизнь, в развитие ребенка энергетически. Что может сделать человек наилучшим для своего ребенка, для друзей, для ближнего, для мамы, для папы, для дедушки, бабушки и братьев? Он может мысленно послать им любовь. Любовь, прекрасное настроение на прекраснейший день. Он даже может не говорить, что должно произойти, потому что энергия Земли, она более совершенна. Когда человек произносит хорошие мысли в сторону своих близких, там, некоторые люди молятся, некоторые люди просто говорят посыл позитивных мыслей. Сама структура Земли энергетическая, она их может трансформировать как угодно. Но они придут к этому человеку в позитивном русле. С ним будет случаться, он там в ямку не упадет, он то. Они будут, эти мысли, помогать ему. Если за этого человека другой человек, мама, папа, дедушка, бабушка постоянно переживают, этим они энергетически мешают ему в течение дня сосредоточиться, сфокусироваться, применить свои силы, свои навыки. Люди даже не понимают, они энергетически берут заложники своих детей, своих родственников, близких, муж жену, жена мужа. Я тебе думала. Соответственно, вот когда кто понимает, о чем я говорю за энергетику, он берет заложники мужа или жену. Это энергетически, это не значит, что он знает, что вот именно она меня держит. Вот как раз подсознательно он это все понимает. Он даже сам не может объяснить, почему он говорит, да не надо обо мне там думать, или она думает, или он думает, но неважно. Я как мужчина говорю в этом лице. Человек не должен вмешиваться в жизнь другого человека. Почему в современном мире идет сейчас большое развитие осознанности? Что человек не должен думать. Оно само все будет происходить. И оно все происходит. В моей личной жизни так. Оно все происходит само. По накатанной. Что надо, то и происходит. Но когда человек учится не думать, соответственно, он учится не вмешиваться в жизнь энергетическую и психологическую того или иного человека. Он может пожелать добра, Земля сама обрабатывает эту информацию и передает другому носителю. Понимаете? Если человек тревожится за другого человека, Земля обрабатывает, передает тревогу этому человеку. Но оно так переходит, что у человека может не получаться что-то, у него будет плохое настроение и так далее. Но люди нам, никто не объясняет это. Я даже не знаю, почему нам это не объясняют, но в современном мире уже пытаются объяснить, что не надо думать. Не надо вмешиваться в энергетическое пространство другого человека. Это не значит, что вы не любите того или иного человека. Это значит, что вы наоборот любите. Вы не вмешиваетесь в его мысли, в его ход. Человек только подходит. Это как новый язык. Это как новое чувство и понимание жизни. В каждом из нас это будет включаться со временем. Понимание того, что не надо вмешиваться в жизнь ребенка, друга, сына, брата, свата и так далее. Тогда человек свободный. Он понимает, что в него энергетическую никто не вмешивается. Но это все происходит на том уровне, там, где слова не нужны. Телепатическим, астральным, можно назвать вот так вот. Соответственно, если думайте позитив, думайте хорошие мысли, даже тому, кто о вас думает плохо. Будьте выше, учитесь быть выше тех людей, кто думает о вас негативно. Станьте выше их. Не в том дело, что гордитесь этим. Вы учитесь использовать, а вас кто-то думает плохо, посылайте ему любовь, радость, прекрасное настроение. Неважно, кто о вас как думает, это не имеет значения, поверьте. Когда человек чуть-чуть начинает больше понимать и осознавать жизнь, он осознает, что это не надо. Но это все мудрецы говорили до этого. Что не важно, что о вас думают. Важно, что вы делаете и что вы думаете. Думайте позитивно о своих детях, мужьях, женах.
И тогда эта энергия будет им помогать в течение дня. И этого достаточно сделать только 1-2 раза в день. И доверьтесь самой жизни. Жизнь сама будет наилучшим способом одаривать того или иного человека. Она трансформирует эту энергию и приходит в позитив. Не надо думать о мужах, о жене целыми днями. Этим вы будете только нагнетать негатив в том или ином человеке, о ком вы думаете плохо, там, вы переживаете, вот там под машину не попадет то-то. Вы, наоборот, подталкиваете к этим ситуациям. Это все на энергетическом уровне. Это тот уровень, где нет звука, где нет физического восприятия. Но когда у вас откроется такое понимание, вы поймете, что там есть и звук, физический контакт с тем или иным человеком на Земле. Соответственно, не думайте ни о ком плохо. Если думаете только позитивно, и то пару раз в день подумали, и все пусть само происходит. Ваши волнения не нужны. Вы только наносите урон своими волнениями себе и тому человеку. Почему? Потому что еще не осознали, как этот процесс работает. Он очень интересный и очень простой. Не думаешь, получается наилучшим способом. Думаешь, мешаешь и себе волнение, и другому человеку мешаешь. Вот лично в моей семье я практикую это. Я даже когда с мамой говорю, не думай, и у меня наоборот все хорошо. Она говорит, у меня получается, я говорю, ну и у меня получается. И нам хорошо. И я только могу делиться своим опытом, который наработанный. Соответственно, у меня исчезли все плохие люди. У меня их больше нету. Кто как думает, мне тоже не важно. Абсолютно. И не то, что я там кого-то не люблю и люблю. Того, что я наоборот люблю. Я дал всем свободу и ни о ком ничего не думаю. Только желаю добра и счастья. Так желаю всем вам. Прекрасного дня, настроения. Не думайте, не мешайте друг другу. Совершайте поступки, что необходимо для вас. Учитесь, что необходимо для вас. И всем будет лучше. Прекрасного дня, настроения. Пока.